Всем привет! С вами Таня Генерал. На канале Субъективно об Америке сегодня очередная порция разоблачений американских женихов. Вы мне часто пишете письма с вопросами о том, похоже ли это на поведение нормального человека, описывая свои ситуации и спрашивая, верно ли вы себя ведете, нормальный ли это человек, можно ли ему верить. Сегодня как раз такое письмо. Хочу заранее вас всех предупредить о том, что буду ругаться и, может быть, даже матом и взывать к вашему здравому смыслу. Но предупрежден, значит вооружен. Гуляем мы с вами сегодня в нашем главном парке в центре Хьюстона, Херман парк. Сегодня 1 февраля 2021 года, прекрасная погода, мы в компании друзей и их собак отправляемся в японский сад, полюбуемся цветущими деревьями, а заодно и поговорим на нашу острую тему. Итак, давайте почитаем, что же нам пишут в письме. Читаю письмо галопом по Европам, но общая идея будет понятна. Первый раз в жизни зарегистрировалась на сайте знакомств в январе 2020 года. В феврале мне пришло сообщение от американца 47 лет. Сказал, что в разводе и служит в полиции. Мы общались в WhatsApp. В течение первой недели он сказал: выбирай кольцо, и прислал мне ссылки на ювелирные сайты. Молодец какой. А также писал, что нуждается в сексуальной разрядке. Молодец какой. Потом начал присылать мне фотографии своего гроссмейстера. Я сказала, что хочу это делать в реальной жизни, но не заблокировала его, так как что-то впечатлилось, то ли его достоинствами, то ли своей тяги к мужчинам в форме. В общем, я сама тянула наше общение еще полгода, и за это время наслушалась от него неизвиданного. С точки его зрения у меня и биполярное расстройство, биполярное. С его точки зрения у меня биполярное расстройство, я социальная катастрофа и так далее и тому подобное. Вопрос, зачем он тогда вообще ей писал, правда же? Номер телефона, по которому общаемся, точно американский, но номер Snapchat показывает другого владельца, который в Фейсбуке есть у него в друзьях, и это бывший полицейский из его города. Я помониторила его с другого телефона, оказалось, что он выходит в WhatsApp круглосуточно каждые полчаса, но не более чем на 1-2 минуты. Итог. Таня, с кем я имею дело? С одной стороны, мне страшно, с другой противно, что я общалась с несколькими людьми. Ну и из поисковых сайтов следует, что этот коп был женат. Жена черная с Ямайки, и его друг, бывший полицейский, тоже черный. Вот как это расценивать? Это с камеры, которые используют его личность, и он отвечает только на видеозвонки? Не могу не думать о чем другом. Как мне избавиться от этого морока? Ну что, приготовились? Сейчас будем отвечать? Вообще, я могу вам ответить только с точки зрения здравого смысла. Более подробную информацию вы можете найти у блогеров на YouTube, которые сами через это прошли. Например, канал Виктории, которая в Америке уже 18 лет, и 15 лет она была замужем как раз-таки за американцем с очень похожей историей. Она родила от него 2 детей, сейчас уже 3-й год в разводе. Виктория рассказывает на своем канале, как складывается ее жизнь, и в том числе она постоянно подтверждает свою теорию о том, что все американцы, которые идут на международные сайты знакомств с целью найти себе девушку из другой страны, они в массе своей нарциссы и манипуляторы. И причина, по которой они идут себе и ищут женщин из других стран, они хотят себе партнера по жизни, которым они будут манипулировать и контролировать на каждом шаге. Можно, конечно, об этом спорить, но все-таки здравое зерно в этом есть. Более подробно о жизни Виктории на ее канале переходите по ссылке в описании или в первом комментарии. Виктория считает своей миссией защитить многих женщин от незнания, что же их ждет, когда они приезжают сюда по визе невесты. Ну а теперь мои 5 копеек. Самое главное, что я могу сказать, и на этом, наверное, можно было бы видео закончить, это правила обращения с американскими женихами никак не отличаются от правил обращения с любыми другими мужчинами любой другой национальности. Все то же самое, все развивается постепенно, медленно, поэтапно. И если вам кажется, что что-то не так, то это 100% что-то не так. Отношения через интернет имеют свои особенности, свои правила и свою последовательность. Поэтому, когда вы заходите на сайт знакомств, особенно если вы там первый раз, очень всегда советую, рекомендую пойти почитать, что об этом пишут, что рассказывают маститые дейтеры, кто дейтится онлайн. Я бы не хотела сейчас обобщать и генерализировать, что прям все в интернете одни сплошные придурки.
Достаточно много примеров и среди моих знакомых, которые так познакомились и 15 лет назад, и 18 лет назад, и они до сих пор счастливо женаты, покупают уже по третьему дому, у них рождаются внуки в их совместных семьях, и все у них благополучно и хорошо. Итак, давайте разберем основные факторы, на которые нужно обращать внимание и сразу же включать все сигналы тревоги. Помните о том, что у мошенников чаще всего разработаны схемы, по которым они действуют просто безоговорочно, безукоризненно. Если вам кажется, что вы получили сообщение от идеального мужчины, если вы чувствуете: о боже мой, это все было создано, задумано на небесах, о боже мой, как же мы совпали, то, скорее всего, вы столкнулись с мошенником. Как говорит одна известная русскоговорящая публицист, идеальных людей не бывает, бывают идеальные маски. Обычно работает такая схема. В первую очередь у них, конечно же, какие-то очень благородные профессии. Очень часто это военные, полицейские, врачи. Чаще всего они служат в горячих точках. Вот сейчас остановлюсь на секунду, мы как раз с вами заходим в наш японский сад, место, которое предполагается как место тишины и медитации, но в силу своей красоты, невероятной прекрасности в цветущие периоды здесь невероятно, конечно, людно и невероятная толкучка. Кто жаловался, что вам мало людей? Вот вам, пожалуйста, люди огромными количествами. Продолжаем. После того, как мошенник определился с какой-то привлекательной для вас профессией, они начинают рассылать шаблонные универсальные тексты, которые действуют на всех женщин. Там очень все мягко, чувствительно, красиво. Этот текст рассылается массово по всем новым женщинам на сайте. Если кто-то откликается, отлично, рыбка на крючке, с ней начинают персональную работу с конечной целью, да, чаще всего вытянуть деньги, иногда просто поразвлечься, провести время, иметь возможность потешить свое эго, отправляя части своего тела или имея даже виртуальный секс, если девушка повелась на это. Будьте, пожалуйста, осторожны. Первая рассылка – это такие, знаете, сети, массовая веерная рассылка, когда пытаются понять, кто вообще здесь доступен. В первом письме мужчина говорит только о себе и только хорошее, какой он замечательный, как он много и тяжело работает. Часто он может быть вдовцом, или жена развелась с ним, и он такой несчастная такая жертва, очень сильно пострадал. Вам напишут очень что-то милое, но очень деликатное, что-нибудь про то, какие у вас прекрасные глаза, как он запал на них и не может оторваться, и все такое. Мошенники часто играют на чувствах женщин, прекрасно зная женскую психологию, называя себя романтиками, очень честными, чересчур трудолюбивыми, хватающимися и делающимися работу за всех, врачами, спасателями, мессиями. Может быть, еще и какие-то необычные профессии типа пилота самолета. Общее ощущение от таких сообщений должно сложиться примерно такое: у человека очень сложная жизнь, он такой непонятый и одинокий, и ему нужна особенная женщина. И в этот момент жертва начинает чувствовать, если он общается с ней, значит, она такая особенная женщина и есть. Помните, что это еще один красный флаг, и если у вас сложилось ощущение своей выдающейся и особенности, это опять момент, когда надо бить тревогу. Другие признаки подобных манипуляций и массовых рассылок, на которые обращайте обязательно внимание и не дайте себя дурачить. Мужчина не задает вам никаких вопросов, не расспрашивает вас, о вашей жизни, о ваших привычках. Он рассказывает только о себе. Мужчина с первого же сообщения заявляет, что он ищет серьезные отношения, спутницу жизни, у него все серьезно, он устал и уже готов уйти в тихую гавань. Еще один момент, на который нужно обращать внимание и включать просто голову. Мужчина заявляет, что он из благополучной европейской страны или из США. У него есть все: дом, лодка, второй дом на озере, высокооплачиваемая работа, но при этом он почему-то знакомится на международном сайте. Понимаем, да, что высокоранговые мужчины востребованы так, что их на улице за руки хватают и тащат к себе домой девушки, живущие в их странах.
у мужчины нет вредных привычек, и он рассказывает о том, как он просыпается в 5 утра, завтракает зеленым смузи, пробегает 10 миль, потом плавает в океане, потом ест свою здоровую еду. Отсутствие каких-либо вредных привычек должно тоже насторожить. Все-таки мы все живые люди. Ну и, наконец, самый главный фактор. Вам кажется все время, что вы наконец-то получаете то, что достойны, наконец-то вы встретили свою сказку. Все это похоже на какое-то волшебное кино, и вы находитесь в состоянии какого-то волшебного марева. Конечно, не будем спорить, что и серьезные мужчины, с которыми потом в конце концов у вас получаются серьезные отношения и брак, тоже могут начать с шаблонных сообщений. Просто смотрите, чтобы все факторы соответствовали тому, что я сейчас только перечислила. Прожженные мошенники понимают, что эмоции делают человека уязвимее и менее критичным, менее чувствительным к правде. Поэтому вас бомбят всячески по всем фронтам, как только могут, рассказывая о своих трудностях. Если вы где-то раскрылись, открылись, какие-то свои слабые места, на них будут давить. Ваша задача сохранять трезвомыслие до реальной встречи, иначе можете попасться на одну из схем мошенничества. Их, конечно же, огромное количество, и с каждым годом они растут, мошенники не дремлют. Но основные темы — это, конечно же, первое. Нужны деньги на лечение либо сына, которого он воспитывает в одиночестве, или дочери, либо родственников. Второй момент, нужны деньги для него самого, он попал в беду. Это может быть все что угодно, от аварий до проблем с законом, в которых он, конечно же, совершенно, абсолютно не виноват. Еще момент, если вы жаждете встретиться, у него никак не получается, вам могут начать рассказывать о проблемах по работе, о неожиданно пришедших налогах за 2007 год, которые по вине бывшей жены не были оплачены, и вас аккуратно подведут к факту, что вам нужно прислать денег на билет. Естественно, никакой билет не будет куплен, вы только отправите деньги в никуда, будьте внимательны. В наше время изобилия социальных сетей, я считаю, что самое верное и правильное решение – это как можно скорее переводить общение с сайта знакомств на социальные платформы. Facebook, допустим, отличная возможность увидеть всю предысторию человека. И если человек реально, ему нечего скрывать, то вы увидите всю его жизнь до 2007 года или 2008 года. Помните, когда это началось, что у всех стал появляться Facebook. Вы увидите его коммуникации с друзьями, одноклассниками, бывшими сокурсниками, бывшими сослуживцами, его старые фото, его поездки и все остальное. Удобство этого способа в том, что если что-то пойдет не так, спасибо прекрасному всемогущему Фейсбуку, вы можете просто его заблокировать. Еще одно преимущество интернета – проверить собеседника в списке мошенников. Наберите в поиске что-нибудь типа «черные списки женихов» или «список скамеров». Вы получите ссылки на сайты, форумы, обсуждения и посмотрите, нет ли упоминания о мужчине, с которым вы общаетесь. Маловероятно, что мошенники будут использовать одни и те же аккаунты для множества обманов, конечно, но среди них есть и ленивые. Ну и, конечно же, самое простое, что приходит в голову: не ограничивайтесь перепиской, зовите мужчину в Skype, зовите мужчину в WhatsApp, общайтесь с ним в видеомессенджерах для того, чтобы убедиться в его реальности и в том, что он действительно тот, за кого он себя выдает. И не принимайте никаких многотрудных, многоэтажных объяснений, почему он не может этого сделать. Как только что-то возникло странное, вы почувствовали какое-то подозрение, сразу же делаете что? Говорите «до свидания» и блокируйте. Обращайте внимание на детали. В рассказах мошенников постоянно встречаются несовпадения, потому что, очевидно же, девушек таких много, а он один. Ему некогда проверять факты в своих записках. Он может говорить вам, что живет в большом доме, а на видео вы видите только его на фоне гардероба. И он никогда не пройдется со своим телефоном по дому чтобы показать вам, что у него есть. Очевидно же, что если у человека есть что-то красивое, и он хочет впечатлить даму, он вам это обязательно покажет. Он пишет, что у него дом на гектаре земли, а на следующем сообщает, что он живет на 7-м этаже в центре города. Обращайте внимание. Ну и, наконец, несколько моментов, как не потерять свои деньги, даже если вас на них не разводили и о них не просили.
Самая распространенная схема: мужчина назначил вам встречу, а сам на нее не явился. Ваши основные ошибки: вы поехали к нему в гости за свои деньги. Пожалуйста, не делайте этого. Что бы он вам ни говорил, как бы он ни страдал от безденежья в этот момент, сожалейте, говорите о том, что вы бы были очень рады увидеть, но за свои деньги, пожалуйста, не ездите. Даже если вам говорят: купи билеты, я верну вам на месте. Другая ошибка: пригласить мужчину к себе в гости. Существует такая форма, как секс-туризм. Мужчина находит себе приятельниц в разных городах, разных стран и ездит по ним, останавливается у них, и кроме бесплатного места, где он может перекантоваться, он получает еще милую женщину, готовую на все ради него. Не делайте так, пожалуйста. Самые важные правила безопасности. Насторожитесь, если вы получаете сообщение, в котором нет никаких отсылок к вашему профилю. Вы упоминали о том, что вы любите вышивать, стоя на одной ноге на горе Фудзи. Очень странное, экзотичное хобби, но об этом в сообщении нет ничего. Насторожитесь. Не реагируйте на эмоциональные провокации. Все вот эти вот: больной ребенок, я в больнице, меня преследуют по моим политическим убеждениям. Не реагируйте. Обязательно проверьте мужчину по Гуглу. Еще лучше переводите его в свои социальные сети и там рассматривайте всю его историю. Никогда не высылайте деньги, даже если мужчина прошел все проверки. Не называйте свой адрес человеку, с которым вы никогда не встречались. Ну и, наконец, проверяйте удостоверение личности. Либо это паспорт, либо водительское удостоверение со всеми цифрами, буквами, датами выдачи. В той стране, где ваш человек живет, вы всегда можете это пробить и увидеть его подлинность. Ну и, наконец, конкретно отвечая на вопрос автора письма, как мне избавиться от этого морока, я могу сказать вам только одно. Только представьте себе, за какую дуру он вас держит, какой уровень неуважения, какой уровень презрения этот человек к вам испытывает, когда он себя ведет с вами таким образом и просто похихикивая смотрит на то, как вы извиваетесь и пытаетесь поддерживать эти отношения. Подумайте об этом. И у вас как рукой снимет ваш этот морок и желание думать о нем и вообще смотреть в ту сторону. И с каждым следующим человеком, который будет появляться в вашем поле зрения на сайте знакомств, у вас уже будет гораздо более прагматичный и критичный подход. И никому никогда в голову не придет присылать вам фотографии своего гроссмейстера. Я вам желаю удачи, пусть у вас все будет хорошо, и я точно знаю, что для каждого из нас есть где-то в мире свой человек, и мы его все обязательно встретим. Ну а я с вами сегодня прощаюсь. Надеюсь, вы получили удовольствие от прогулки. Я очень старалась снизить звуки улицы, потому что жаловались на качество звука. Надеюсь, что сегодня вас все устраивает. Не забудьте, пожалуйста, оставить комментарий, поставить оценку этому видео. И далеко не уходите, впереди еще очень много интересного. У нас только начинается все самое прекрасное в жизни, правда же? Пока-пока!